Ого, What? две маски одновременно. Кажется, я нашел лазейку. Салют, выжившие. Все паблики трубят, что ФК фарм масок на фастнахте официально похоронен. Беседка изменила правила игры, и теперь маски не падают в инвентарь автоматически, как это было раньше. Теперь награда лежит внутри босса, и чтобы получить маску, нужно обязательно его залутать. Но так ли все однозначно? Нет. Давайте разбираться. Я провел около 6 часов экспериментов и выяснил, что беседка не просто оставила лазейку, но и позволила игрокам фармить по 2 маски за раз, почти не прикасаясь к клавиатуре, если знать один секрет. Я специально рискнул своими наградами и часами времени, чтобы вы точно знали, как работают скрытые механики. И сегодня я разрушу главные мифы этого года и покажу все наглядно, ничего не утаивая. Но прежде чем мы с вами по косточкам разберем новые механики, давайте я вкратце расскажу о введенных разработчиками изменениях в игре. Итак, первое. В игру добавлены 4 новые маски. Это маска черепа, маска капитана и их светящиеся версии. Второе. Проведена реформа пула масок. Что это означает? Мы видим, что маски поделены на 3 категории. Обычные, с шансом выпадения почти 24%, необычные, самая большая группа с самым высоким шансом выпадения в 71 с небольшим процента, и редкие маски с шансом всего 5%. Самое важное здесь это то, что из пула редких масок убрали старые не светящиеся маски. Например, в группу редких масок раньше входили такие маски, как маска клоуна, когтях смерти, демона и так далее. Все маски не вижу смысла здесь перечислять. Теперь в группу редкие входят только светящиеся маски. Исключение составляет разве что только шлем Санта-Клауса. Но это не совсем маска, это именно шлем для силовой брони. Кстати, я в этой игре с 2020 года и принимал участие в каждом фастнахте, но я до сих пор так и не смог выбить себе этот шлем. Так что не расстраивайтесь, если какая-то редкая маска вам не упадет в этом году. В рандоме беседки это обычное явление, относитесь к этому философски. Так вот, почему это круто? Теперь по завершению события, если тебе дропнет этот 5% шанс на выпадение редкой маски, то это 100% будет светящаяся маска или шлем Санта-Клауса. И если он тебе не нужен, то можешь подарить мне. Третье. Смягчение условий получения редких масок от количества выживших роботов. Как было раньше. До этого нужно было сохранить всех 5 роботов для максимального шанса в 5%. Если погибал хотя бы один робот, шанс на получение редкой маски также уменьшался. Теперь же система работает по принципу «прошел, не прошел». Для получения шанса на редкую награду достаточно, чтобы выжил хотя бы один робот, и 5% шанс не уменьшается от количества погибших роботов. Не знаю, насколько это было критично для игроков, просто на моей памяти я видел только один случай, когда погиб один из роботов, и это был почти пустой сервер, и я на тот момент был примерно 50-го левела. Ну да ладно, разработчики сделали это, окей. Сомнительно, но окей. И вот мы добрались до 4-го, самого главного изменения. Теперь, после завершения события, маска не падает автоматически тебе в инвентарь, а ее нужно залутать с убитого босса. Схема, легендарные сертификаты и легендарка, как и раньше, после завершения события, падают тебе в инвентарь автоматически. А теперь, как я и обещал в самом начале видео, давайте развеем все мифы и страхи после введенных разработчиками изменений. А также я покажу вам эту лазейку для ФК фарма. И похоже, что сами разработчики, скорее всего, даже не подозревают, что оставили такую возможность игрокам. Миф первый. Чтобы получить маску, нужно нанести урон боссу или хотя бы быть в команде с теми, кто его бьет. Что ж, проверяем. Я встал у самой границы зоны события, на максимальном отдалении от места, где убивают финального босса. Я не в команде, я не сделал ни одного выстрела, а только стоял и наблюдал за этим со стороны. A few moments later.
Как видите, награды за события я получил. Теперь остается проверить, есть ли в убитом боссе маска. Что ж, во всех врагах нет никакого лута, что логично, так как я не состоял в команде, не наносил дамаг и был очень далеко от места событий. Но что мы видим? Маска на месте. Легендарка и схема упали в инвентарь за ивент, а маска внутри трупа босса. То есть физическое присутствие в зоне события – это все, что вам нужно. Вам не нужно бояться и бежать, сломя голову к боссу, опасаясь того, что если вы не успеете тагнуть его, то маски внутри не будет. Я это проверял несколько раз, маска всегда есть внутри убитого босса. А вот теперь настоящая бомба, господа. Сколько времени у нас есть на то, чтобы забрать награду с убитого босса? А? 10? 20 минут? Полчаса? Давайте проверять. После того, как мы завалили босса, я остался на локации, но забирать маску и прочий лут с босса я не стал, имитируя АФК игрока. Смысла не стрелять и не принимать участие в событии не было никакого, потому что я уже ранее доказал, что даже находясь максимально далеко и будучи АФК, маска в трупе все равно есть. Это поясняю для тех, у кого возникнет вопрос, почему в боссе, кроме маски, есть и другой лут, хотя до этого я показывал, что там только маска. Так вот, дожидаясь следующего часа, убиваем нового босса, и посмотрите, что мы видим. На земле лежат останки сразу двух боссов, и в каждом по маске. А две кучки боссов в локации одновременно будут лежать еще целых 10 минут. Я перепроверил это трижды, замеряя время по секундомеру. Беседка думала, что победила АФК игроков. На деле же останки боссов не пропадают, даже после начала и завершения следующего парада. Так как событие в среднем длится около 10 минут, то после нехитрых математических вычислений получаем, что у вас есть окно примерно в 1 час и 20 минут. Вот вам готовая стратегия поведения АФК игрока в 2026 году. Перемещаетесь в Гельвецию и так же, как и раньше, находите укромную комнату, где ваш персонаж будет автоматически шагать в стену. И можно спокойно заниматься домашними делами, вынести мусор, сходить в магазин или посмотреть сериал. Нужно лишь подойти к компу всего один раз в 2 часа, приходите по завершению второго ивента и забираете маску за текущий час и тут же за прошлый. Так как кучек от убитых мобов будет много, то проще залутать маски через меню «Ближайшие тела». Только, пожалуйста, поймите меня правильно. Я ни в коем случае не призываю вас бросать игру и уходить в АФК. Но мы все взрослые люди. У кого-то работа, у кого-то семья. Моя задача показать вам, как оптимизировать процесс, чтобы не сидеть у монитора 24/7. Есть ли риски? Да. Как и раньше, главный враг – это вылет с сервера. И если раньше персонаж АФКшера просто переставал получать маски, не теряя полученные, то теперь максимум можно потерять 2 маски, которые остались в трупах. И помните, как только умирает второй босс, у вас остается около 10 минут, прежде чем первая кучка окончательно исчезнет. Какие итоги? Беседка попыталась усложнить жизнь АФКшерам, но на деле просто изменила правила фарма. Теперь это не просто пассивное крутилово персонажа в каком-нибудь укромном углу комнаты, а контролируемый сбор масок. И если разработчики хотят окончательно победить АФКшеров, то трупы убитых боссов должны исчезать не через час с лишним, а максимум через 10 минут после их убийства. Но вектор выбран правильный, что есть хорошо. Если мой анализ был вам полезен, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Это помогает развитию канала и мотивирует меня на новые тесты. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вся актуальная инфографика и подробные шансы дропа. Увидимся в Гельвеции. Удачной охоты!